Февральский день Евгения Тырлина и приехавшего к нему в гости племянника Павла начинается с заправки деревенского дизеля. Дежурить на электростанции останется жена, а мужики отправятся на опь. Все жители деревни Хашгорт – охотники и рыбаки. В тайге выставлены капканы, но сегодня не до них. На реку пришел загар. Каждый год течение приносит мертвую воду, рыба в поисках кислорода уходит вниз, и от короткой путины зависит зимний заработок жителей деревни. Хашгортские рыбаки числятся работниками Горковского сельхозпредприятия. Получают снасти, сдают улов. Власти деревню не бросают. Хотя без школы, магазина и медпункта будущее Хашгорта вполне предсказуемо. Много рыбы во время загара погибает, остается. Во время загара вообще, это лично мое мнение, что процентов, наверное, все-таки 30 погибает. Это естественно, отбор идет просто. До конца дня рыбакам предстоит осмотреть еще одну ловушку. Рыбу рассортировать, заморозить, затарить в мешки. Рыбалка продлится до тех пор, пока вода окончательно не сгорит. Все, наверное, дня через день уже сгорит. Недалеко от нас рыбачат соседи Евгения. И если утром снегоходная трасса была безупречной, то к вечеру дорога, как говорится, поплыла. Поехали! Вот так вот чистую уже сортированную рыбку в товарный мешок. Мелочь откидываем, лед откидываем, все это хозяйство закидываем. Рыбы хватило на всех. Хозяйский пес, вдоволь наевшись и убедившись, что его помощь не понадобится, первым заспешил в деревню. Мы, закончив рыбалку, возвращаемся ближе к вечеру. Предки Евгения Тырлина появились здесь в XVIII веке. Название Хашгорт переводится с языка ханты как «таловое поселение». Город поселения – Хаш-Тальник. Прошло несколько столетий, а в деревне, как и прежде, живут семьи только с фамилией Тырлина. И все так же ловят рыбу. Когда уходили белые туда, к Абдорску-то, красные их догнали на той стороне. Но они попросили, чтобы перевезли их сюда. Дед мой на неводниках их переэтовали сюда. А красные на той стороне остались. Ну и эти белогвардейцы винтовки дали, им патроны там, ну вот такое. Ну и ушли в сторону Абдорска. А красные на той стороне орали, потом за седло и переплыли. Деда там чуть не расстреляли под горой. Местное население тут потрясли, что белые дали винтовки, их забрали. Вот помнишь, раньше-то вот все будет, байка-то была, карабин ставить, надо пушнину накладывать, карабин твой. Ну, в совдеповские времена еще такая байка-то была. Высота кучки? Ставит карабин и ложит высоту кучу, карабин набирает. В 90-х годах вот так же было, вот тут. Стоял тюменский холодильник на той стороне. Привозишь рыбу, ну, килограмм там 200-300 муксуна. Отчаливаешь от холодильника с 2 пачками чая и мешком муки. Вот веришь, нет? А этот, ну, частная холодилка у него была. Он за 2 года на этой рыбе столько бабла сделал. В Тюмени 2 квартиры купил. Только за 1 год.
Это сколько надо перелопатить этой рыбы, которая ничего не стоит, чтобы хорошо жить. Вот возьмем средний заработок, да, по поселению, вот, допустим, в Горках у нас там, ну сколько? 30 тысяч, да? Сколько надо рыбаку перелопатить, чтобы 30 тысяч заработать? Сколько надо это труда вот этого самого, да, вот. Ну это нереально просто. Население тут человек 20-30. В зимний период еще меньше будет. Те, кто занимается только рыбалкой, охотой. Это. Так, тоже ЖКХ тут работает. Ну, летом побольше, потому что приезжает ребятня. Сейчас население там маленько поубавилось, раньше там много было. А охотятся на кого? Ну, на соболя в основном-то. Соболь, ну, белка, глухарь. Весной и осенью боровая дичь, гусь, утка. Медведи здесь есть? Да, присутствует. Добываете? Ну, когда лицензии бывает, то рыба. В основном раньше люди занимались рыбалкой, как и сейчас. И сотни лет этим занимались, и 20, и 30, и 40. Летом рыба, зимой рыба. То есть водоем обязательно должен быть рядом. Много здесь родни-то? Тут Деревни? вся деревня родня. От и до. А здесь, ну, допустим, там никто не живет, да? Нет, там ФАП, его сократили, сейчас убрали, нет. А здесь? Тут брательник. А там? Ну, тут все родственники, в общем. Ну, дальние родственники там, поближе. Раньше я, когда там жил у себя, с форточки стрелял. Сычей? Да, они постоянно на березу садились. Ну вот и дошли до нашей хаты. Пойдем чай пить. Пойдем. Утром Евгений запланировал поездку в тайгу. Деревенские охотники успешно промышляют соболя, капканы давно ждут проверки, но ехать пока не на чем. В этот раз на ловушке охотник поедет с гостями, хотя предпочитает охотиться с женой. Самое главное — собрать буран и завтра поехать на охоту. Поедем. Вот жена у меня никогда не охотилась, да? Даже не было в мыслях, чтобы там куда-то ехать там или что-то. Ну как-то тут напросилась. Ну ладно, поехали. На уток. Ну и ради так интереса пальнуло. Вот сейчас 3 года мы с ней постоянно ездим вместе. Я не езжу с напарником там или с кем-то. Езжу с женой. Мне получилось 3 в одном. Вот нынче глухаря. Первый раз. Кстати, я нынче вообще ничего не думал. Хотя лицензию-то выписывал, а ничего не получилось. Ну, она покрыла мою бумажку. Рябчиков настреляла столько, сколько я за всю жизнь не настрелял, наверное. Прошлый год она 2 соболей добыла тут где-то. С бабой охотиться намного как бы интереснее, чем со стаканом. Рядом не стоял. Вообще. Охота — это не значит что-то там, как говорит, что-то убить или подстрелить. Большинство своем это сам процесс. Вот сейчас уже охота как бы она
уже другая. Не то, что там, допустим, 30 лет назад, больше. В колхозе какой-то план там на добычу был, еще что-то. Люди до сезон там белковали, специально занимались этим делом. Не просто соболятничали, допустим, а именно белковали. Занимались чисто белкой. Потом все это сдавалось. Сельхозпредприятия, ну тогда колхозы, совхозы были. От этого зарплата зависела. Родовые угодья, это все, знаешь, в прошлом. Одна земля, что ее делить? Ну вот ты представляешь, я же сам живу в Горках. Слева от меня живет русский, напротив меня через улицу живет хант. Справа от меня живет там дагестанец. Дальше маленечко немец. Там дальше от меня маленечко там татарин. И что, как ужиться с таким методом, как какие-то родовые угодья? А куда им тогда деваться? Я с ними как бы всю жизнь прожил, вырос, в одной школе учился, можно сказать. Можно ехать на охоту. Ура! Ура! Съездить на охоту в этот раз так и не удалось. Но грустит Евгений не из-за этого. Погода восстановится, а вот ходить на охоту, равно как и на реку, скоро будет некому. Мало осталось деревни рыбаков, а охотников еще меньше. Нет магазина, нет медпункта, нет постоянной работы, и даже старшие тырлины все чаще уезжают в горки.